Друзья, добрый день. Сегодня воскресенье, 12 февраля. Записываю этот обзор в спокойном режиме, потому что в рамках недели достаточно много суеты и не всегда получается записать длительный и полноценный YouTube обзор. По традиции предлагаю подписаться на все мои информационные источники. Это YouTube канал, Telegram канал, ссылочки будут в описании. Помимо открытого телеграм-канала у меня есть закрытый чат, который называется «Агрессивная торговля», где я публикую свои мысли и точки входа в начале тренда по понятным паттернам, сетапам, где я даю полную аналитику по рынку. Ну, соответственно, готовлю трейдеров к сделке заранее, публикую какие-то свои интересные ожидания по рынку. Поэтому, кому интересно, пишите в личные сообщения. Ссылочка также будет в описании. Значит, что, посмотрим рынок, посмотрим, что нас может ожидать на следующей неделе и к чему нам стоит приготовиться. Помимо этого всего, я сделал разбор по таким монетам, как биткоин, эфир, Solana, DOT, Litecoin, ТВТ-шку посмотрим, ADO и DIDEX. Поэтому присаживайтесь поудобней, будет интересно. Первым делом давайте посмотрим блок экономического календаря, который нас может ожидать на ближайшей неделе. Значит, отмечаю, что во вторник, 14 февраля, значит, будет объявлен индекс потребительских цен. Мы уже понимаем, что это тот основной будет драйвер на рынке, который будет задавать тон и дальнейшую риторику следующим высказыванием ФРС. Более того, после данных порций новостей нас будет ожидать речь члена Федерального резерва Уильямса, который будет давать свои комментарии. В целом неделя будет достаточно сильно наполнена экономической статистикой по Америке, с которой вы можете ознакомиться на сайте investing.com. Ну, в целом, из таких значимых, также четверг, это число выданных разрешений на строительство нас будет ожидать, индекс производственной активности. Ну, а в пятницу, опять-таки, будет член Феда выступать Местер, ну и будет очередная порция статистики, поэтому надо к этому приготовиться, значит, и составить свои какие-то пометки, торговые планы, которые будут помогать вам ориентироваться на предстоящей неделе. Значит, посмотрим индекс страха и жадности биткоина. Немножко охладили пыл. С жадности мы ушли в нейтральную зону, то есть рынок пытается определиться с дальнейшим направлением движения. Ну, соответственно, настроение покупателей из жадности перешли в нейтральную зону. Мы понимаем, что было достаточное количество ликвидаций на снижение самого биткоина на этой неделе, поэтому все это закономерно вызывает определенное охлаждение по всему рынку. Ну что, предлагаю посмотреть графики. Значит, первым графиком, который у нас идет по списку всегда, и с которого я начинаю делать свой анализ в рамках дня, это индекс доллара США. Значит, после того, как у нас сменилась структура тренда с нисходящей на восходящую, область поддержки или граница, актуальная граница восходящего тренда находится на отметке 100,8 пункта по индексу доллара. Значит, мы видим, что у нас есть зеркальный уровень. Я о нем достаточно уже много говорил в своих обзорах и в публикациях в рамках телеграм-канала. Значит, в данный момент времени мы формируем вот такую заходную модель пятиволновую, которая имеет свое развитие в виде растущих движущих волн. Соответственно, у нас была поставлена первая волна, к ней коррекционная вторая, третья в рамках пятерки, далее четвертая коррекционная в рамках АБЦ. И сейчас идет значит, волна, которая считается заключительной, финальной, поэтому смотрим, куда она пойдет. Но мы с вами уже, я думаю, понимаем, что когда начинает идти вверх индекс доллара, импульсно идти вверх, это сказывается абсолютно на всех финансовых рынках, включая фондовые товарные активы, ну и, соответственно, рынок криптовалют подтягивается вслед за ними. Поэтому в рамках пятой волны мы находимся где-то в середине формирования. Значит, нас пока держит медиана, соответственно, преодолев значит, это сопротивление,
видимая, мы можем пойти допиливать, скажем так, эту пятую волну. Какая она будет, усеченная или удлиненная, посмотрим по факту. Но в целом мы идем в рамках параллельного восходящего канала. Мы понимаем, что граница пятой волны может находиться на отметке около 105 пунктов. Соответственно, если мы уйдем на старший таймфрейм, допустим, ту же дневку, то мы смотрим, замеряем весь этот импульс нисходящий, который у нас был. Мы получили коррекцию от нулевой зоны в районе 23%. Следующая важная отметка, и это очередной уровень сопротивления, это 105,5 пунктов. Ну, соответственно, где-то пятая волна может быть поставлена в рамках этих ценовых значений. И мы с вами знаем, опять-таки, такую закономерность. Когда тренд сильный, а у нас сейчас идет сильный нисходящий тренд, то 23 и 38 уровни по FIBA они останавливают восходящее или нисходящее движение. Инструмент может разворачиваться и идти в обратном направлении. То есть в нашем случае в нисходящем. Поэтому смотрим, наблюдаем. Опять-таки будем наблюдать за той порцией новостей, которые будут выходить по Америке. Ну, соответственно, будем подстраиваться под существующий рынок. Значит, мы понимаем, что индекс доллара оказывает большое влияние на фондовый рынок, товарный и криптовалютный. Ну, соответственно, мы всегда должны с вами анализировать совокупность факторов, которые оказывают влияние на наш криптовалютный рынок. В данном случае мы рассматриваем сейчас индекс S&P 500, который имеет также восходящее параллельное движение. Значит, данная последняя коррекция, можно воспринимать ее как WXI в ходе заходных волн ABC коррекционных. Значит, ну, соответственно, что можно сейчас ожидать? Волна Y или C уже могла быть поставлена, и нас может ожидать новый цикл роста. Соответственно, мы понимаем, что это будет оказывать свое влияние в том числе и на криптовалютный рынок. Поэтому, если это действительно начинается как эта первая волна растущая, значит, к ней можно будет ожидать какую-то коррекцию. Ну и дальше будем смотреть, как себя будет вести индекс, для того, чтобы понимать, насколько нас может ожидать, ну, какие интересные движения могут происходить на рынке криптовалют. Давайте сейчас посмотрим, посмотрим доминацию USDT, которая очень значима для нас в качестве анализа по рынку криптовалют. Значит, опять-таки у нас была сформирована конечная диагональ, это видно на старших степенях и на старших таймфреймах. Значит, пятерка была поставлена, далее мы выпадаем из этого треугольника, формируем импульсную волну вниз. Она остановилась у нас на отметке 6,43%, и сейчас начинается коррекция ко всему этому нисходящему импульсу. Опять-таки, понимая, что коррекция может заходить 23, 38, 50%, а импульсная волна была достаточно длинная, поэтому и коррекция может быть в районе 50%. Соответственно, у нас была поставлена в рамках коррекции первая волна, вторая, сейчас третья. Значит, вероятно, мы остановились на ней. Сейчас мы по расширению по Фибоначчи посмотрим. Да, фактически мы остановились на значениях 1.18 по FIBA. Это достаточно сильный уровень, который чаще всего останавливает какие-то коррекционные движения или импульсные движения. Ну, соответственно, сейчас может развиваться какая-то коррекция в рамках четвертой волны, что может позволить криптовалютам немножко воспрять и немножко оживиться. Соответственно, в целом мы можем еще ожидать отрисовки 4 и 5 волны. Как я говорю, 5 волны могут быть усеченные. Куда они уйдут, я не знаю. 23% фактически сейчас уровень поддержки. Следующий этап у нас 7,36%, но 50% коррекции 7,65%. Понимаю, что если доминация начнет идти в область этих процентов ценовых значений, соответственно, рынок криптовалют будет терпеть коррекционные фазы. И это очень четко видно и прослеживается на практически всех инструментах. Сейчас мы к ним перейдем и посмотрим. То есть мы понимаем, что будет корректироваться доминация USDT, соответственно, это будет оказывать сильное влияние на весь криптовалютный рынок. Что же у нас происходит на доминации биткоина самого? Значит, была поставлена первая импульсная движущая волна, к ней сейчас формируется коррекция. Коррекция ушла в район 61% по FIBA, что является достаточным в плане коррекционных значений. Соответственно, мы остановились, пошли дальше на коррекцию. То есть я ожидал и ожидаю продолжения нисходящих движений по доминации биткоина. Соответственно, это может вызывать определенное импульсное движение на альткоинах, так называемый альтсезон. Мы смотрим за этим значением.
наблюдаем очень внимательно. И если перейти так более локально посмотреть, то в принципе у нас уже сформирована первая нисходящая движущая волна. К ней возникла коррекция в виде двоечки. Ну, сейчас можно ожидать, опять-таки, двоечка либо поставлена была здесь, либо пойдет выше. Там, допустим, если мы от этой волны замерим по FIBA, мы можем пойти вплоть до 60% коррекции. Соответственно, мы можем понимать, что в принципе сейчас развивается коррекционное движение относительно первой волны. В какую область оно зайдет, естественно, не скажет никто. Это может быть 23-38%. Ну, вполне нормально прийти к золотому сечению, к уровню 44%. Ну и дальше можно ожидать развития третьей волны, 4 и 5. Соответственно, и это все будет в составе первой заходной единички, которая вызывает коррекцию по всей доминации биткоина. Соответственно, смотрим, наблюдаем, понимаем, что растет доминация биткоина, вытягивает ликвидность из альткоинов. Ну и наоборот, снижается доминация, значит ликвидность переходит либо в стейблы, либо идут в альты. Ну, соответственно, опять-таки мы уже с вами как профессионалы понимаем, что может происходить в моменте на графиках. Ну что, перейдем к самому биткоину, к нашему золотому, любимому, так сказать, к нашей монетке любимой, к нашему драйверу рынку, к нашему цифровому золоту. Значит, что можно выделить на графике? Ну, во-первых, была поставлена также первая волна, вторая коррекционная, к ней троечка сформировалась в составе 5 волн. Соответственно, что можно сейчас ожидать? В данный момент времени можно ожидать развития коррекционной фазы. Собственно говоря, мы ее увидели. Мы пробили важную поддержку в области 22 300 долларов. Вот она отмечена зелененькой линией. Ну, соответственно, это сейчас зеркальный уровень сопротивления. Нормальная считается область коррекции. В рамках четвертой волны, которую можно сейчас ожидать, это, скажем так, вплоть до 50% по FIBA. Значит, здесь натянута обратная FIBA, соответственно, мы понимаем, что уровни поддержки находятся на уровне 61%, 50%, 38%. В принципе, вот эта полка объемов, которая тут стоит, она очень хорошо нам говорит о том, что эту область могут прийти проторговать, сформировать некую структуру в виде какого-то там треугольника, который, допустим, будет иметь выход потом вверх. Сейчас мы посмотрим на другом графике. Я подготовил формирующуюся волну Вульфа, поэтому мы с вами можем увидеть, что нас может ожидать в моменте. Соответственно, мы понимаем, вот у нас есть зеленая нисходящая трендовая линия, соответственно, более уверенные лонги и утверждение того, что у нас меняется тренд, безусловно, на пробой, ретесте и по ходу куда-то выше. Скажем так, 25-26 тысяч, вплоть до 28 тысяч, это, скажем так, те ценовые значения, куда может прийти биткоин после коррекционной фазы. Соответственно, понимаем, данный паттерн краб, который сформирован, он уже, вероятно, закончил сейчас свое формирование, к нему идет коррекция. Соответственно, по таким паттернам, значит, цена стремится вернуться в начальную фазу, скажем так, развития этого импульса. Импульс у нас начался из области 17 тысяч, но на криптовалюте, собственно говоря, на других каких-то моментах очень важными, в принципе, коррекционными уровнями, которые могут закончить эту коррекцию, может быть и 50 уровень, и 61. Соответственно, смотрим, наблюдаем, но мы понимаем, что область от 20 до 18 тысяч в целом является, вот здесь 20 800, 19 тысяч является очень важным ключевым моментом, когда мы можем находить там какие-то разворотные формации. Безусловно, рынок может разворачиваться либо через двойное дно, либо нас может ожидать некая голова плечи. Соответственно, будем смотреть развитие этой картины и подтверждение разворотного сценария на таймфреймах, начиная там от часового и 4-часового, и это будет нам давать основания полагать о том, что коррекция подходит к своему завершению. Безусловно, еще раз повторюсь, рынки, они сами по себе не улетают, всегда есть какой-то, значит, разворотный паттерн, к нему идет подтверждение. Соответственно, покупать необходимо там, где это делать безопасно. Соответственно, глобально
значит, импульс, к нему ждем коррекцию. Коррекцию куда-то в эту область. Здесь ждем подтверждения паттернов на разворот. Ну, соответственно, мы понимаем, что наша коррекция подходит к своему логическому завершению. Что локально можно увидеть? Значит, я нарисовал здесь формирование надвигающейся волны Вульфа. Поставлена первая точка, вторая, третья, четвертая. Четвертая может быть где-то, ну вот, во-первых, у нас есть определенная трендовая линия, которая выступает сейчас областью поддержки. Да, кстати, цена в настоящий момент у нас 21 800 долларов. Гэп, который я отметил, значит, вчера опубликовал данные, у нас находится на отметке 21 610. Если мы не закроем сегодня к началу американской торговой сессии, к открытию Чикагской товарной биржи в 2 часа ночи по Москве, соответственно, мы понимаем, что это будет цена-магнит, который в ближайшее время могут прийти и закрыть этот, скажем так, рыночный долг. Ну, пока формируется вот восходящее, да, движение, есть трендлайн, который держит цену. Ну, соответственно, понятно, сегодня в воскресенье ликвидности на рынке как таковой нет, есть манипуляции, снимают там стопы выходного дня, но в целом, да, что нас может ожидать? Нас может ожидать подъем в область зеркального уровня сопротивления 22 300, 22 400, ну и оттуда продолжение нисходящего движения, которое может длиться вплоть до 20-х чисел февраля. Соответственно, смотрим, наблюдаем, может быть, это будет уже как раз достижение той зоны коррекционной, да, которая выступает, ну, от 61%. Так, сейчас мы посмотрим. От всего импульса третьей волны мы понимаем, что где-то вот в эту зону 20 там с половиной тысячи, 20 300 мы можем прийти и отсюда начать формировать разворотную какую-то модель. Но опять-таки, говорить пока об этом преждевременно, надо сначала дождаться отрисовки графика вот в подобном формате, снижения, и дальше разворот и пробитие трендовой линии, ну и, скажем так, и продолжение движения в восходящем направлении. Ну, соответственно, понятно, сейчас брать биток достаточно, ну, не безопасно, особенно, скажем так, для маржинальных позиций, только в рамках дня, в рамках интрадея, по каким-то паттернам, по прайс-экшену. Собственно говоря, в закрытом чате я даю какие-то определенные сетапы, но в целом, понятно, просто купить и забыть невозможно, потому что мы видим, как представители крупного капитала достаточно легко могут цену либо поднять, либо опустить и сбить абсолютно любую зону стопов. В общем, в целом по биткоину понятно, продолжается развитие коррекции. Кстати, красная — это трендовая линия, которая идет от всего нашего, так скажем, начала нисходящего движения. Так, давайте здесь, может быть, видим. Ну, здесь намешано, уже сейчас не хочу удалять, но, собственно говоря, видно, что начало, да, нисходящего тренда, и приближаясь на текущий таймфрейм, мы понимаем, что это трендовая линия, которая у нас выступает сейчас областью поддержки. Поэтому цена, безусловно, если придет тестировать ее, то я думаю, что какую-то реакцию покупателей мы увидим. Тем более это будет достаточным, скажем так, уровнем коррекции всего этого восходящего движения 50%. Ну, соответственно, понимаешь, что если и покупать, то там, где фактически дешево, и там, где можно поставить ясно, понятно, логический стоп. Безусловно, если мы придем сюда и будем разворачиваться, то наш ближайший стоп будет находиться за уровнем 20 200 долларов. Ну, будем смотреть в любом случае на торговой неделе, когда будет происходить какие-то определенные движения ценовые. Это можно будет увидеть. Ну, соответственно, я буду публиковать свои мысли в рамках телеграм-канала. Так, смотрим дальше эфир. Значит, эфир тоже идет в рамках восходящего движения. Была поставлена первая, вторая, третья волна. Значит, то, что происходило здесь, в красном блоке, я отметил, был блок накопления. Значит, это классически состоялся ложный пробой этой зоны. Раз, ложный пробой. Второй был вкат. Ну, соответственно, цена вернулась и получила восходящую импульсную формацию. Соответственно, понимаем, что вот в этой зоне была совершена не что иное, как манипуляция рынком, как снятие ликвидности, ну и дополнительная затарка.
Что происходит в настоящий момент времени? То есть тройка, к ней формируется четвертая коррекционная модель. Значит, нормальная зона коррекции 60-38% по обратной фибе. Соответственно, мы видим опять-таки вот эту область непроторгованных объемов, которую, значит, я считаю, что может быть прийти закрыта. Соответственно, область 1360-1500 может выступать некой, опять-таки, разворотной зоной, которая цену может развернуть дальше в восходящем направлении. Опять-таки по построению какого-то там трендлайна на пробой закреп, значит, можно как-то более консервативно входить в рынок, понимая то, что коррекция наша нисходящая закончилась. Соответственно, я думаю, что здесь все понятно. Уровень поддержки находится еще раз от $1500 до 1360. Полки объемов, которые здесь проходили, проторгованы, я думаю, они тоже говорят о том, что покупатель, который брал эфир на уровнях 1200, 1100, 1300, он будет защищать этот уровень, и, соответственно, мы отсюда можем получить разворот. Давайте посмотрим Solana. Интересно, достаточно по ней формируется график. Понятно, Solana молодой проект. Собственно, можно сделать вывод о том, это недельный таймфрейм. Значит, у нас была поставлена первая движущая волна, сейчас не сформировалась коррекционная вторая. Что мы с вами видим на графике? Значит, у нас есть такой длительный нисходящий трендлайн, который выступает сейчас с уровнем сопротивления. Да, у нас формируется, значит, разворотная формация, но в целом, конечно, уровень $31 это уровень сильного сопротивления, который пока, собственно, и остановил цену в восходящем направлении. То есть мы сюда близко подошли, даже не достигли фактически $31, но пришли к зеркальному сопротивлению. Что можно ожидать в данный момент по Solana? То есть глобально первая волна, вторая, дальше у нас может ожидать очень хорошая структура роста, но об этом пока мечтать рано. Нам надо с вами преодолеть этот нисходящий трендлайн. Надо сейчас пережить текущую коррекцию. Давайте посмотрим по текущей коррекции в рамках младших таймфреймов. Сейчас перейдем на 4-часовик. Значит, у нас была поставлена первая волна заходная, к ней фактически сейчас идет коррекционная. Опять-таки понимаю, что коррекция у нас формируется нормально в область 50-60% по FIBA. Вы видите, что на уровне $14-13 у нас находится достаточно большая полка проторгованных объемов, которая обозначена здесь. Также эта полка находится на отметках 50%. Соответственно, у нас есть с вами нисходящий трендлайн, который опять-таки выступает определенным уровнем сопротивления. Ну и безусловно сейчас можно ожидать еще продолжения какой-то нисходящей коррекции. Когда мы пробьем этот трендлайн, закрепимся, можно будет говорить о том, что коррекция закончена. То есть достаточно поставлена хорошая структура роста, к ней сейчас формируется опять-таки коррекционная модель АБЦ, либо она будет, допустим, реализуется в какую-то плоскость, будем смотреть, дополнительно какие-то появятся подтверждения. Но опять-таки, если говорить о более-менее консервативном стиле торговли, соответственно, мы можем понимать, что только когда цена пробьет этот нисходящий трендлайн, можно будет говорить опять о, значит, не то что смене тренда, тренд у нас восходящий, но об окончании коррекционного движения, соответственно, мы понимаем, опять-таки, те уровни коррекции, которые могут установить продолжение вот этой коррекции, 50-60% по FIBA вполне себе достаточно относительно тех полок объемов, которые были проторгованы, то цена где-то может здесь развернуться. Соответственно, дальше можно будет ожидать продолжения восходящего движения. DOT, монетка DOT, веду ее давно, публиковал еще с осени, с открытия своего телеграм-канала, собственно говоря, вот эту структуру. Значит, мы пробили нисходящий трендлайн, это недельный таймфрейм. Я думаю, всем прекрасно видно, что, во-первых, я давал свои рекомендации, что можно покупать DOT на отметках $4-3. Собственно говоря, мы долго копились в этом, значит, положении, и отбились, пошли в восходящую структуру роста, которая дала 65%, значит, профита. Что у нас происходит на младших таймфреймах? Собственно говоря, DOT, как и все остальное, пошел на коррекцию. Соответственно, понимая, опять-таки, зона 50-60% по FIBA.
достаточно для того, чтобы, скажем так, сформировать уже окончание этой коррекционной структуры. Здесь такое более агрессивное идет снижение, но опять-таки область 5,6 доллара, 5,3. Здесь мы видим и полку проторгованных больших объемов, которая, вероятно, будет выступать поддержкой в доте. Поэтому, ожидая снижения в эту область, можно этот инструмент дальше подбирать на спотовый рынок. Я сейчас говорю именно о споте, потому что про маржинальную торговлю мы сегодня вообще не говорим. Подбирать эту монету на спот можно и дальше ожидать продолжения восходящего движения в область, куда нас ждет. Значит, вот у нас есть интересная, давайте сейчас на дневной таймфрейм перейдем, или даже на недельный. Значит, у нас есть медиана нисходящего параллельного канала, который, да, образован и который подтвержден множественностью касаний. Соответственно, его медиана, это где-то область 10 долларов, может выступать интересной областью для фиксации позиций. То есть мы можем прийти сюда, накапливаться. Ну, следующий уровень это может быть район 18-20 долларов. То есть опять-таки у нас сформировалась первая волна, к ней сейчас формируется вторая, дальше третья. Опять-таки третью можно будет мерить после того, как сформируется у нас вторая волна. Ну, соответственно, четвертая, пятая. Ждем похода в такой структуре. Значит, пока рынок у нас находится в восходящем направлении, а я думаю, что так и будет. То есть мы в 2023 году можем с вами увидеть хороший рост по многим монетам. Соответственно, по доту движение может быть достаточно тоже интересное. Давайте еще посмотрим Litecoin. Тоже, значит, давно его веду. Формировался паттерн бабочка, формируется более глобальный у нас треугольник, подтвержденный множественностью касаний. Сейчас дот идет у нас в рамках восходящего, прошу заметить, недельного клина. Область сопротивления 110 долларов. Следующая, дойдем мы туда или нет. Ну, безусловно, если биткоин пойдет на коррекцию, может быть, и дойдем и увидим эти цифры в ближайшее время. Но потом по доту можно ожидать развития коррекции, простите, по лайткоину. Опять-таки коррекция. Меряем с вами по уровню Фибоначчи и понимаем, что основная большая очень полка объемов фактически где-то находится на уровне 67 долларов, это 61% по FIBA. Ну, собственно говоря, если тренд будет сильный, надо смотреть будет в моменте, как ведет себя биткоин, на каких уровнях коррекции он становится. Соответственно, по лайту любая зона 23, 38, 50%, ну, при подтверждении и появлении каких-то разворотных паттернов после коррекции можно ожидать дальнейшее восходящее движение. В целом мы заживаемся в треугольнике по лайткоину. Соответственно, можно ожидать развития вот какой-то коррекционной фазы, как я нарисовал. Ну, соответственно, потом пробой и уход наверх. Соответственно, если мы с вами ловим по рынку в целом глобально бычью фазу, значит, очередную волну роста, то вполне себе мы можем увидеть лайткоин, ну, вплоть до 1000 долларов. В телеграм-канале я публиковал полную детальную разметку по нему. Если вам интересно, вы можете поискать в постах выше. Где-то осень, ноябрь, декабрь, там все обозначено более глобально. Мы сейчас рассматриваем ситуацию в рамках недели и в рамках дня. Значит, по лайткоину, я думаю, понятно. ТВТ. Опять-таки, заходной первый импульс, к нему коррекция. ТВТшка, в принципе, вот на последнем этом движении, которое показал биткоин, достаточно сильно пролилась, получила более такую сильную структуру коррекционной модели. Сейчас мы увидим, значит, она свалилась почти на 80% по уровню Фибоначчи. Вот у нас есть нисходящий трендлайн. Я думаю, что все уже понимают логику моих мыслей. То есть мы сейчас можем подойти, протестировать. Опять-таки, если будет сформирована какая-то разворотная модель двойного дна, то на пробое можно будет ожидать пробой и движение в рамках третьей волны восходящего следующего импульса, который нас может ждать. В целом монета, инструмент достаточно интересно себя показывает, достаточно интересно себя ведет. Но я думаю, что потенциал движения у него будет достаточно неплохой. Но опять-таки надо ждать подтверждения слома нисходящей структуры, нисходящей этого коррекционного всего движения. Ну, в пробой, подтверждение, смотрим и дальше со стопом за
локальный лоу, можно будет рассматривать какие-то длинные позиции. Ну, либо рассматривать эту монету на спот. ADA. ADA Cardano. Все, в принципе, на рынке рисует одинаковые формации. Вот у нас был более локальный нисходящий трендлайн. Соответственно, мы его пробили. Сейчас это выступает нашей областью поддержки. Сформировали, значит, пятиволновую структуру роста. Сейчас ожидаем коррекцию. То есть ADA, в принципе, неплохо смотрится. Опять-таки, зона вплоть до, ну так ее обозначим с вами, до трендлайна. Вот такая достаточно широкая. Интересная зона для покупки монеты, опять-таки, на спотовом рынке в долгосрок. В принципе, ближайшая цель может лежать в области 1,2 доллара. Сейчас мы увеличим. 1,2 доллара это точка B, куда стремится, значит, коррекционное значение после смены тренда. Соответственно, понятно, следим за развитием коррекции по монете ADA. И при более глубокой коррекции можно эту монету присматривать на спот. То есть мы получили конечную финальную диагональ, которая здесь была сформирована, пробили. Ну, соответственно, сейчас просто наблюдаем за развитием коррекции. Ну, пока я считаю еще покупать сюда рановато эту монету, но в целом с биткоином и с другими монетами, которые будут показывать разворотные модели, безусловно, ADA будет следовать вслед за ними. И последняя монетка, которую я предлагаю рассмотреть, это DIDEX. Это тот проект, который волнует многих. Соответственно, опять-таки, мы получили заходной импульс. В рамках первая, вторая, третья волна. Сейчас развивается коррекционная. Опять-таки коррекционная волна свалилась в рамках нисходящего параллельного канала. Вот, кстати, как отрабатывают паттерны замечательно. Такой же был образован паттерн, но я и в приватном канале о нем говорил, и в публичном публиковал. Ну, собственно говоря, вот к точке С должно стремиться нормальное коррекционное движение. Ну, мы сейчас говорим про DIDEX, поэтому что мы имеем? Значит, у нас был опять-таки сформирован нисходящий параллельный канал. В данном месте он был пробит. Сейчас происходит ретест. То есть мы сейчас можем находиться в ранней стадии очередного восходящего движения. Ну, соответственно, более, скажем так, глобально, да, или среднесрочно. Значит, вот у нас есть граница восходящего параллельного канала, верхняя, которая выступает сопротивлением. Соответственно, преодолев ее и получив коррекцию, мы получаем с вами подтверждение о том, что у нас меняется нисходящий тренд на восходящий. Но более локально, скажем так, если мы с вами получаем коррекцию вот от начального восходящего импульса, мы его замерим, на уровне 61%, то в принципе инструмент можно присмотреть в лонг со стопом за 2.37. Это если мы говорим с вами о внутридневной торговле и о поиске точки входа где-то ближе к началу тренда. Начало тренда и импульсная формация у нас появилась после того, как у нас сменился этот тренд нисходящий на восходящий. Ну, собственно говоря, опять-таки какая-то структура, похожая на двойное дно, может сформироваться с походом вот к верхней границе нисходящего параллельного канала. В целом рынок смотрится пока достаточно по-бычьи. Все, что сейчас происходит, ну, лично я вижу как развитие какой-то коррекционной структуры. Ничего пока критичного не происходит. Соответственно, настроение должно быть больше лонговым. Работаем мы по тренду. Я никогда, ну, тренд наш друг, и искать позиции против тренда достаточно опасно. Да, в рамках дня возникают, конечно, движения в обе стороны, но тем и интересен рынок, и мы как трейдеры должны подстраиваться под него. Поэтому, в принципе, все достаточно очень логично и интересно формируется в рамках технического анализа. Все, друзья, ставьте лайки, если видео вам понравилось. Значит, подписывайтесь на все каналы. Желаю всем хорошей торговой недели, всем профита, всем удачи и всем пока.